Привет, меня зовут Дима. Позади меня стоит мой мотоцикл из детства. Его купил мне дедушка, когда мне было 12 лет. И продавец нас тогда уверял, что, во-первых, в нем стоит новый двигатель, а еще с проводкой надо бы разобраться, а так мод прям огонь. Типа, берите, не пожалеете. И вот мне исполнилось 20 лет, и пришло время разбираться с проводкой этого мотоцикла. Ну и первым делом отсоединяю все фишки и коннекторы, какие только могу отсоединить. Посмотрите на это великолепное соединение. Это просто штатный коннектор, внутрь которого аккуратно подмотали кусок провода. А дальше разматываю изоленту и скрутки проводов, которые под ней находятся. В заднюю часть проводки мотоцикла никто не лазил, что меня очень сильно радует. Запихиваю всю эту груду проводов внутрь рамы. И вытаскиваем весь этот центральный жгут проводов. Разматываю все скрутки, которые идут от пультов, а там практически все соединено на гребаных скрутках. Проводка у меня на столе, и выглядит она, конечно, не очень. Между съемками я успел на своей Альфе покататься по оффроуду, и поэтому ее надо хотя бы чуть-чуть отмыть, потому что работать с ней супер мерзко и неприятно. Охренеть. Со старой центральной проводки я отматываю изоленту, под которой был припаян замок зажигания. Это моя пайка, а это просто провод оторвался. Может, поэтому ничего не работало? Ё-моё, бред. Это так печально выглядят провода с приборной панели. Я хочу их восстановить. Беру жидкий ключ, потому что гребаный спидометр не хотел откручиваться. По итогу все выламываю нахрен, потому что резьба там сдохла. Жалко, конечно, этот спидометр, но он и так не работал. Снимаю центральную панель, где находится датчик передач. Проверяю работу ламп от аккумулятора, и, к сожалению, лампа дальнего света не работает. Разрезаю жгут проводов. Проверяю одну из лампочек, которая освещает приборную панель, и она не работает. Зато заработали лампы поворотников левого и правого, что здорово. Разбираю приборку, чтобы посмотреть, что там внутри. И при подкидывании проводов напрямую на лампу дальнего света она вдруг загорается. Это просто победа. Прокидываю электричество в свой гараж-теплицу. И включаю свой новый паяльник, который я заказал на Яндекс.Маркете. Старая проводка от Альфа пожертвовала нам черный проводочек для того, чтобы восстановить провода на приборной панели. Что меня смущает, провод от приборки идет обгорелый, и это только начало. Беру термоусадки. Накидываю заранее их на провода. Теперь я скручиваю два оголенных провода вместе. Оголял я их специальным инструментом, который называется зачистка. Можно обычным ножом, но так намного быстрее и удобнее. Теперь, используя паяльник и припой с флюсом, я аккуратненько спаиваю два скрученных провода вместе. Накладываю на них термоусадку и прижимаю ее паяльником. Также и запаиваю с другой стороны. Копаясь в старой проводке, я ищу желтый провод, чтобы проводочки красиво совпадали по цветам и не было никакого колхоза. И так я восстановил каждый провод, потому что он был либо скручен, либо просто-напросто обгорел, и его сверху замотали изолентой. Я очистил их до живой части и припаял уже новенький хороший провод. А вот так выглядит соединение заводское минусового провода обычной обжимкой. Выглядит оно очень хреново, поэтому будем исправлять. И вот так вот я все офигительно запаял, чтобы провода не перетирались и служили в вечность. Конечно, с помощью строительного фена аккуратненько разложил везде термоусадочки, чтобы все было защищено.
С помощью термоклея я фиксирую провода, которые подходят к цоколям лампочек приборной панели. Дело в том, что они там очень старые и лопнули у основания. Чтобы они не двигались, я их зафиксировал. Иначе изоляция протрется и провода потом просто отвалятся. Снимаю правый пульт с мотоцикла, куда у нас приходит газ и, соответственно, кнопка стартера. А это я в крутой шапке, которую мне подарил друг на день рождения. Купил новое реле регулятора напряжения, потому что подумал, что старое сгорело. А это штатные коннекторы, чтобы можно их было установить и прикрутить на штатную проводку. Такой коннектор вставляется в обжимочный пистолет, туда вставляется провод, все это обжимается и получается вот такое вот крутое и классное соединение. Боже мой, как это красиво! Это я обжал пин для тройной фишки, и, соответственно, корпуса фишек и вот такие вот маленькие пины для обжимочного пистолета, все это шло в одном наборе. А дальше прикольная и расслабляющая работа. Просто обжимаем все провода и кайфуем. Накидываем термоусадку и также заодно прозваниваем все мультиметром, чтобы знать, откуда какой провод выходит. Подключаю последний провод в тройную фишку. Забавно, что эти маленькие клемки держатся там на таких усиках, которые при желании можно отогнуть и распиновать. Это очень прикольно и удобно. Сейчас буду подключать провод переднего габарита к габариту на лампочке. Вот он идет, и вот он приходит, габарит, в нашу лампочку. Нужно сделать здесь надежный коннектор. Не все в этом мотоцикле соединяется при помощи фишек. Как я им показывал, есть еще вот такие вот одиночные коннекторы, которые я тоже восстанавливаю, чтобы все было полностью штатно. Охренеть. Вот тут масса просто на цоколе, она вся вот такая. Вообще кадет. У меня не работает ближний свет. Достал провод белый, который отвечает за ближний свет из цоколя. Вот, распаял. А вы посмотрите. Да он зеленый весь. Просто охренеть. Обрезал его до чистой меди. Сейчас буду пробовать подключать. Цоколь полностью восстановлен, я припаял очень надежно крепление массы, а также немножечко переделал крепление белого провода, который отвечает за ближний свет, потому что он был гнилой и зеленый внутри. Итак, момент истины. И ни хрена. Не работал, к сожалению, ближний свет, но не работал он из-за лампы, потому что ближний свет там даже напрямую от Акумы не работал. Ну и вот так вот красиво я восстановил все провода на правом пульте. Ни одной скрутки, ни одного колхоза. Все штатно, красиво, оригинально и офигительно. И все провода я проверил, они все звонятся. Это просто отдельное удовольствие. Откручиваю левый пульт, где у нас находится сцепление, кнопка бибикалки и поворотники. Пытался, короче, снять зеркало с этого пульта. И слишком сильно его откручивал. У меня вот этот штырь просто туда бэш. И по итогу там пару проводов перебило. Придется восстанавливать. Ну, в общем-то, перебитые провода пропаял, и все работает нормально. Пару штатных подключений, которые можно буквально вот так вот сорвать руками. И все остальные провода в мотоцикл подключались на скрутках. И вот так вот охренительно я все это восстановил. Заводская фишка, новые подключения. И прям видно, как этот пульт уже радуется жизни. А это старое крепление массы от аккумулятора. Оно было неправильно обжато, потому что не цепляется за изоляцию. Из-за чего оно просто со временем перетрется и сдохнет. Но я все пропаял, и выглядит это супер надежно и классно. Я просто варвар. Но вот зачем я взял и оторвал вот черный красивый плюс от нового тахометра, чтобы что-то там прикрутить, приколхозить, посмотреть. По итогу все равно сейчас заново буду обжимать на нормальный коннектор. Ой, думайте, прежде чем делать. Все варварство было успешно восстановлено, больше так делать не буду. А вот так вот выглядят провода, которые выходят из генератора. И, конечно, так это просто оставлять нельзя.
Так же, как и замок зажигания, от которого я сам оторвал все фишки, потому что его припаивал. Из-за того, что не очень точно я подобрал новые клеммы, приходится их пассатижами немножко сжимать, чтобы они более четко подходили по диаметру к штатной проводке мотоцикла. Косячок. Но я все обжал, все подходит и выглядит отлично. Откручиваю датчик передач. Ну и таким образом полностью снимаю генератор с мопеда, чтобы его было удобно восстанавливать. Начнем с его очистки, потому что он невероятно грязный. Используя очиститель для карбюратора, я его хорошенько вымыл, и выглядит он теперь охренительно. Так как из-за гребаных скруток провода на генераторе стали очень короткими, приходится их не только обжимать, но еще и наращивать им дополнительную длину при помощи пайки. Всю длину проводов восстановил. Вот они, все по цветам. Ушло у меня на это 30 минут времени каждый проводочек пропаять, нужный подобрать, и теперь останется просто вот так вот это переобжать. Это вот, кстати, заводское соединение, единственное вот на этой косе. Какая же красота получается. Я супер доволен. Паяльник, кстати, охренительный. Раньше я паял другим паяльником, он был настолько слабый, что при дуновении ветра я просто не мог прогреть нормально провод. А этот, я на нем паял даже в нулевую температуру, и просто офигительно, все круто спаивается. Он очень быстро нагревается, и возможность регулировать температуру меня реально очень порадовала. Я заказал его на Яндекс.Маркете. Если вы вдруг решите тоже делать проводку на свой мопед, ссылку на этот паяльник я оставлю в описании под этим видео. А также ссылочку на обжимочный пистолет ищите в описании под этим видео. Снимаю катушку зажигания, и откручивается она, кстати, с обратной стороны и держится на одной гайке. Прокручиваю вокруг себя, чтобы отсоединить бронепровод. Бронепровод через раму мотоцикла подключается к свече зажигания, и я его просто вытаскиваю и снимаю. Это соединение богов просто. Ой, когда жалко было штатное ломать. Ну, кстати, зато соединение на катушке штатное. С донорской проводки откусываю двойной коннектор. Обжимаю его с обратной стороны и подключаю в нашу катушку зажигания. Все, отсюда у нас будет выходить просто два провода. И все. На центральной косе переделываю подключение, чтобы можно было подключить его в двойной разъем. Полностью срезаю оплетку с нашей старой проводки. И откусываю с нее длинный черно-белый провод, который мне показался наиболее живым по всей своей длине. И обжимаю его с двух сторон. Оп. Вот так вот он от бобины выходит и в наш тахометр приходит. А вторая дырка для подключения — это для нашего уже модуля зажигания. Охренительно, просто гениально. И никакой лишней пайки, и все красиво. У меня есть новая катушка зажигания, и с нее я скручиваю новый бронепровод и закидываю его внутрь мотоцикла. И накручиваю на него старую катушку. И новый бронепровод насаживаю на свечу, потому что старый был разбит и выглядел очень плохо. А это новая прокладка на генератор, потому что раньше ее там не было, поэтому он был такой грязный. Устанавливаем все это дело с новой прокладкой. Устанавливаем на свое место датчик передач.
Проверяю работы ламп и габаритов в нашей косе проводов, которые восстанавливали ранее. А теперь офигенной флисовой автомобильной изолентой я сматываю жгуты проводов, чтобы они выглядели красиво. Этой же флисовой изолентой я заматываю провода, которые идут с приборной панели. Она не оставляет клейких следов, в отличие от обычной изоленты, ну и просто более надежная и офигенно выглядит как минимум. Я взял длинный провод, который оторвал, как вы помните, от старой косы, прикладываю его на нашу новую косу и поверху просто его прикладываю и заматываю нашей новой флисовой изолентой, так как внутрь этой косы нет возможности закинуть провод, потому что она очень хорошо и качественно смотана. И этот провод выводится в самый верх нашей проводки, чтобы подключить туда тахометр. Установим лягушку заднего тормоза. О. При ее нажатии у нас будет срабатывать задний стоп-сигнал. Разбираю задний стоп-сигнал, в нем не работает лампочка. Одна из ниток просто лопнула, и при замене лампочки, по идее, все должно заработать. Сниму рабочую лампочку со своего квадроцикла из детства. Накидываю аккум и проверяю, и все офигительно работает. И стоп-сигнал, и габариты. Кайф. Волнительный момент. Закидываем центральную косу в мотоцикл и прокидываем ее по всей длине нашего мотика. Закидывал я ее задней частью через перед. А также устанавливаем лягушку переднего тормоза в рычаг переднего тормоза. При ее нажатии у нас также будет срабатывать стоп-сигнал. Думайте, прежде чем делаете. Не зная, как правильно устанавливать лягушку, я срезаю ее основное крепление в ручке мотоцикла. И понимаю, что она там просто болтается и не держится, и работать не будет. Поэтому обмотал ее одним мотком флисовой изоленты и пытаюсь запихнуть ее так. Конечно, она не лезет, поэтому я ее забиваю. А за кадром я вообще забивал ее молотком. Боже мой, это такой бред, но у меня получилось. Лягушка вся эта ушатанная стала, ее отсюда вытащить, наверное, будет просто невозможно. То есть при ее поломке, скорее всего, надо будет покупать новый пульт. С кнопки стартера отвалилось 2 провода. Бомбически просто. Ну, провода восстановил, но ситуация кринж лютый. Сегодня легендарный день, а именно мы будем устанавливать проводку на мотоцикл, а точнее все это финально подключать. Легендарное событие, проверим, все ли я сделал правильно. Розовый — это штекер, который у нас идет на датчик подключения скоростей. Его мы просто вот так вот соединяем. Желтый — это у нас переменный ток, который выходит с генератора. Его мы подключаем в желтый провод. Вот сюда вот так. Оп. Красный с черной полосой — это у нас на зажигание уходит. Оп. И закидываем наше реле регулятора вот сюда вот. Модуль зажигания. Вешаем его сюда. Так. И вот эта фишка, где у нас есть вот такой вот черный, желтый полосой и белый с полосой, и красный с полосой, мы его втыкаем в модуль зажигания. Вот сюда. Это реле регулятор, оно отвечает за стабильность системы. Оно переделывает 220 вольт в 12 постоянных в мотоцикле. А вот этот черный с полосой, вот тут даже можно увидеть его, я прокладывал его отдельно в косу. Это у нас идет на тахометр. И здесь специально была установлена такая перемычка, чтобы тахометр мог нормально функционировать. Это хвост нашей проводки. Здесь, значит, все довольно просто. Вот. А вот это выводы для левого поворотника и вот этот голубой для правого поворотника. Теперь устанавливаем замок зажигания. Он останавливается вот в эту центральную панельку. Он вкидывается и здесь просто саморезом обычным закрепляется. Вот. Все закидывается в этот кожух, а не валяется на вилке, как это было раньше. Так, как собирать вот эту колбасу? Вот,
Вот эти фишки — это датчик скоростей. Его мы просто подключаем. Вот, соответственно, это то, что шло снизу. Ух! Чё делает бандит? Ты куда полез? Иди отсюда. Он меня поцарапал, гад. Его надо снимать. Он охренел. Ты зачем сюда лазишь? Повадилась, иди сюда. Ты че такой? О, нифига ты сделал, какие клеймы. Ну это вот с проводкой новые такие были. Ни хрена. Красивые. О, даже так? Ну так. Ни хрена. Технология. Да. Момент истины, проверяем вот эту хрень. Да, работает. Вот, видишь, светится. Так, пробуем еще раз. О, да, все, релюха работает. Все, поворотники заработали. Вот работает. И левый. Стопарь, нажимаю на задний тормоз. Бамс. Отпускаю. Я очень долго не мог понять, почему у меня не работает стартер. Он просто не запускается. Наконец-то я разобрался, как работает гребаный стартер. Просто конец. Все оказалось проще простого. Берем 12 вольт и прикладываем их вот сюда. Ну, еще надо умудриться нажать кнопку. И все. Просто вот сюда нужно положить 12 вольт на розовый провод. И еще вот этот розовый провод я подключил на массу, и все заработало. А вот этот он просто никуда не идет, и все. Удлинил провода на тахометр. И вот такая красота у меня получилась. О, да! Работает! Это, если что, на камере мерцает. И глушим. Да. Офигеть! Это просто жесть. Под вилкой мотоцикла нет никаких проводов вообще. Я все убрал в фару просто. Вот так вот. Вот так вот. Оп. Оп. Просто офигительно. Просто офигительно вообще. И стопак работает. Стопак светит. Оп. А делаем вот так. Чик. Все, не светит. Оп, светит. Оп, не светит. Тахометр работает. Да ну ты, а? Работает! Работает! Все работает! Вообще, да ну, я не верю в это! Это просто охренеть! Это просто офигеть! Вообще все работает! Блин, да как она круто выглядит! Она работает! Просто охренеть! Я просто в шоке. Аж сердце бьется нахрен. Я очень сильно старался, снимая это видео. Я дохренелиард времени потратил на изучение работы мотоцикла, на изучение электросхемы, на подготовку инструментов, на то, чтобы научиться обжимать клеммы. Это просто для меня был гребаный челлендж, и я очень счастлив, что я с ним справился. Подписывайтесь на канал, если хотите больше видеть таких видосов.